Всем привет! Сегодня драгоценные и не очень металлы будем извлекать из вот такого интересного материала, представляющего из себя не что иное, как компьютерные модули памяти типа DDR разных годов выпуска. Задачей сегодняшнего видео будет произвести полное извлечение полезных металлов, как из чипов, распаянных на модулях памяти, так и из золотосодержащего покрытия, которое находится на этих же платах в виде ламелей и позолоты в местах пайки чипов. Стартовый вес перерабатываемого материала составляет 10 кг 914 грамм. По плану переработки. На первом этапе при помощи растворителя припоя попробуем отделить чипы, распаянные на модулях, непосредственно от самих модулей. На втором этапе при помощи выщелачивающего раствора снимем золотосодержащее покрытие с плат модулей, с которых предварительно были удалены чипы. И параллельно с этим сами удаленные чипы обожжем в муфельной печи. На следующем этапе пропустим обожженные чипы через измельчитель и после отмагничивания получившейся субстанции обработаем отдельно лигатуру и пепел. Ну а золото, находящееся в пепле в виде золотых волосков, предварительно сконцентрируем гравитационным методом. Таким образом, на выходе мы должны получить 4 значения по содержанию драгоценных металлов. Первое – это вес золота, находящегося в осадке из-под растворителя припоя. Второе покажет содержание драгоценных металлов в золотосодержащем покрытии модулей. Третье – в лигатуре из-под обожженных микросхем. И четвертое – содержание драгоценных металлов в пепле. Цифры в конце просуммируем и рассчитаем содержание золота на 1 кг веса необработанных модулей. План накидали. Приступаем. Для того, чтобы расход растворителя припоя не был космическим, я предварительно более упорядоченно уложил модули памяти и надеюсь, что теперь 5-7 литров растворителя припоя будет достаточно. Для приготовления 5 литров растворителя припоя по рецепту моего коллеги с канала Франсуа Пелье нам понадобится 5 литров обычной недистиллированной воды, 1 литр азотной кислоты, навеска из 240 грамм лимонной кислоты и навеска из 40 грамм мочевины. Сначала необходимо получить нитрат мочевины. Для этого навеску из 40 грамм мочевины присыпаем к небольшому объему воды и ждем растворения. Мочевина растворилась, и теперь к этому раствору приливаем небольшое количество азотной кислоты для получения нитрата мочевины. Нитрат мочевины образовался, и теперь содержимое стакана переливаем в емкость с водой. Емкость ставим на магнитную мешалку. И присыпаем навеску из 240 грамм лимонной кислоты. И ждем, пока лимонная кислота растворится. Лимонная кислота полностью растворилась, и теперь в получившийся раствор приливаем остаток азотной кислоты. Наш растворитель припоя готов. И теперь прильем его к материалу. Пяти литров оказалось недостаточно, поэтому сейчас я за кадром приготовлю еще пару литров растворителя припоя и залью сюда же. В итоге дополнительно пришлось приготовить 2,5 литра растворителя припоя. И теперь, как видно, он покрывает
весь материал. И остается только ждать, пока чипы отделятся от модулей. Предположительно, это произойдет через 1,5-2 часа. Наблюдаем и ждем. Двух часов для уверенного отделения чипов от модулей оказалось недостаточно, поэтому было принято решение оставить материал в растворе на ночь. И с утра можно наблюдать вот такую картину. Растворитель припоя вместе с припоем подъел, судя по цвету раствора, еще и часть меди, но при этом чипы в основном отделились. Не на всех модулях, но в основном это произошло. Также каким-то образом подъелась часть позолоты. Можно видеть, что цвет ламелей несколько изменился. Но будем надеяться, что часть позолоты просто отпала в виде фольги на дно кювета с раствором. И при фильтрации этого раствора мы всю эту фольгу поймаем на фильтре. Сейчас я окончательно вручную отделю чипы от модулей, а раствор отправлю на фильтрацию. На фильтре должны остаться мельчайшие частицы золота, взвешенные сейчас в растворителе припоя. Приступаем. В эту кювету я буду складывать очищенные от чипов модули для последующих обработки выщелачивающим раствором. А в эту емкость буду отделять чипы. На дно кюветы я предварительно положил воздухорассеивающие трубки для того, чтобы обеспечить циркуляцию раствора при выщелачивании. Спустя приблизительно 1,5 часа, задействовав некоторое количество матов, имеем следующую диспозицию. Осадок из-под растворителя припоя. Им займемся чуть позже. Вот такое количество отделенных от модулей чипов и сами модули, полностью освобожденные от чипов. Чипы отправляются на обжиг, но не в муфельной печи, как предполагалось изначально, а на открытом огне. А модулями сейчас займемся. Для этого приготовим 2,5% выщелачивающий раствор. Готовить будем 5 литров раствора. Я предварительно подогрел до 50 градусов воду. И для приготовления нам понадобится навеска из 125 граммов китайского реагента джинчан. В качестве дополнительного окислителя задействуем навеску из 40 граммов железо-синеролистого калия, он же красная кровяная соль. И в качестве дополнительного стабилизатора будем использовать навеску из 50 граммов гидроксида натрия. Присыпаем в воду китайский реагент. Присыпаем стабилизатор. И присыпаем дополнительный окислитель. И ждем, пока все это растворится. Все ингредиенты выщелачивающего раствора растворились. И мы приливаем его в материал.
5 литров оказалось недостаточно. Раствор не покрыл весь материал, поэтому сейчас я за кадром приготовлю еще парочку и начнем процесс выщелачивания. Теперь раствора достаточно. Включаем компрессор. И ждем окончания процесса выщелачивания. А пока займемся обжигом чипов. Ну а пока готовится плов из чипов, а выщелачивание еще не закончилось, займемся обработкой осадка после растворителя припоя. Обработаем его царской водкой. Для этого приготовим ее 80 мл. Прильем в мерник 20 мл азотной кислоты и 60 мл соляной до 80. Напомню, что объемное соотношение кислот 1 к 3, масса 1 к 2. И выливаем касатку и ставим на подогрев. Ждем, пока осадок растворится. Спустя 15 минут все, что могло раствориться, растворилось. И раствор отправляется на фильтрацию. Раствор отфильтрован и готов к восстановлению. Фильтровать пришлось 2 раза, так как раствор после первой фильтрации оказался достаточно мутным. Восстанавливать золото из раствора до металлического состояния будем при помощи насыщенного раствора гидрозин-гидрата, разбавленного в соотношении 1 к 3 с дистиллированной водой. Предварительно я погасил излишек азотной кислоты при помощи мочевины. Раствор подогрет до температуры приблизительно 80 градусов. И приступим к восстановлению. Прикапываем восстановитель.
Раствор не очень насыщенный, но тем не менее попробуем добиться коагуляции. Восстановителя достаточно. Теперь крутим его на мешалке под кипением и ждем коагуляции золотого осадка. Скоагулировать золотой осадок не удалось, даже путем проливания в раствор концентрированной серной кислоты. И думаю, что случилось это по причине того, что содержание золота в растворе, мягко говоря, небольшое. На взгляд, примерно 0,02 грамма. Раствор отправляется на отстаивание, а мы займемся обожженными чипами. Чипы перемолоты в пыль. Это удалось сделать в 3 этапа. И теперь пепел выглядит вот так. Он не белого цвета, поэтому отправляется на дополнительный обжиг. И пока пепел повторно обжигается, займемся модулями после выщелачивания. И после их обработки выщелачивающим раствором можно видеть, что китайский реагент Джинчан в очередной раз справился со своей работой на 100%. Также взглянем на отстоявшийся раствор после обработки осадка с растворителя припоя. Видим, что некоторое количество золотого осадка выпало. Возможно, даже здесь будет больше, чем 0,02 грамма. Этот осадок отправляется на перерастворение, а выщелачивающие растворы на фильтрацию. Ну и пока выщелачивающий раствор после обработки модулей дофильтровывается, займемся пеплом. Вот такой правильный серый цвет он имеет после повторного обжига. И этот цвет говорит нам о том, что количество недожженных угольных золистых частиц, на которых может восстанавливаться золото при фильтрации цасководочного раствора, в нем минимально. Перед началом химической обработки материала сократим его количество гравитационным методом. Для этого будем использовать воду и старательский лоток. А пепел предварительно смочим. Перед тем, как заниматься сокращением гравитационным методом пепла, я отделил от него на сите лигатуру. Вот такое количество и получилось. И эта лигатура отправляется в вытяжной шкаф на растворение в смеси серной и азотной кислот. Но мы перейдем непосредственно к гравитационному сокращению. Напомню, в чем его суть. Золото, имеющее плотность 19,3 грамма на кубический сантиметр, один из самых тяжелых металлов на планете. И если оно содержится в смеси с другими
частицами металлами, то при взвешивании его в воде на старательском лотке оно упадет в самый низ. А весь пепел в виде взвесей можно будет смыть вместе с водой. Что мы сейчас и проделаем. Самые легкие частицы сейчас уплывают вместе с водой, а тяжелые остаются. И самое тяжелое золото остается в самом низу. Таким образом, общее количество пепла можно будет сократить приблизительно в 20-25 раз. И при этом не бояться потерять в нем частички золота, находящиеся здесь в виде золотых волосков. На камеру делать это не особо удобно, особенно левой рукой. Но суть, я думаю, понятна. В итоге золото должно остаться на рифлях старательского лотка. Дальше я это буду делать уже на таймлапсе. Для того, чтобы не быть голословным, я отмыл одну порцию золы до состояния, когда в лотке осталось только кристаллы и золото. И попробую сейчас его показать. Собственно, вот оно, как я и говорил, прячется в самом низу. После гравитационного сокращения осталось вот такое скромное количество материала. Согласитесь, что с таким количеством работать гораздо приятнее, чем с килограммами пепла. И попробуем увидеть результаты трудов, а именно золотые волоски на дне стакана. Вот, собственно, и они. И в довольно приличном количестве.
Сейчас я отравлю этот материал в азотной кислоте для удаления случайно попавшей лигатуры, а после этого будем обрабатывать его царской водкой. Травление материала от лишних металлов закончено. Выделение диоксида азота прекратилось. Сейчас я промою оставшийся осадок и подготовлю его к обработке царской водкой. Пока мы занимались подготовкой пепла, случилось еще пара событий, а именно дотравилась лигатура вот до такого состояния. В основном здесь кристаллы крупные, которые не пролезли через сито. Видимого золота я здесь не вижу, но все же обработаем его тоже царской водкой. Также дофильтровались растворы после выщелачивания. Суммарный их объем в районе 8 литров. И также я сконцентрировал золото после обработки осадка с растворителя припоя. Пепел и осадок после травления лигатуры я сейчас залью царской водкой и отправлю в вытяжной шкаф. А растворы после выщелачивания будем обрабатывать цинковым порошком. Золотосодержащий раствор после выщелачивания помещен на магнитную мешалку. И, как я раньше говорил, высаживать золото будем на цинковый порошок марки PC0. Начинаем присыпать порошок. Видим потемнение раствора. И это говорит о налипании частичек золота на цинковый порошок. Цинкового порошка достаточно. Покрутим на магнитной мешалке его минут 20 и после этого обработаем вторую часть раствора аналогичным образом. Спустя приблизительно 15 минут начался процесс достаточно активного газообразования, и по этому признаку можно косвенно судить о том, что процесс цементации золота на цинк завершен. Также закончился процесс растворения золота в растворе царской водки, в лигатуре и в пепле. И оба эти раствора отправляются на фильтрацию. А выщелачивающий второй раствор сейчас обработаем аналогичным образом, как и первый.
Тем временем отфильтровался золотосодержащий раствор после обработки царской водкой лигатуры. И сейчас мы попробуем восстановить из него золото. Восстанавливать будем, как обычно, при помощи одноводного раствора гидрозингидрата, разбавленного в соотношении 3:1 с дистиллированной водой. Предварительно погасим избыток азотной кислоты при помощи мочевины. И приступаем к процессу восстановления. Прикапываем восстановитель. Восстановителя достаточно. И ждем под кипением коагуляции золотого осадка. Хотя, честно сказать, шансов на это немного. Скорее всего, выпадет коллоидом. Скоагулировать золотой осадок, как я предполагал, не получилось. Скорее всего, из-за низкой концентрации золота в растворе. Напомню, что в лигатуре видимого золота не было. Поэтому раствор отправляется на отстаивание. Мы пока займемся другим. А именно оттравливанием цинка при помощи азотной кислоты после цементации на него золота. Верхушки всех растворов после цементации я слил, осадок промыл. И сейчас будем травить его азотной кислотой. Наблюдалась довольно бурная, но быстрая реакция. Теперь соберем этот раствор уже без цинка в посуду меньшего размера и дадим золотому осадку отстояться. Пока мы занимались оттравливанием цинка, подоспел последний из отфильтрованных растворов, а именно раствор после обработки царской водкой пепла. Судя по цвету этого раствора, в нем достаточно приличное содержание железа. И как рекомендует наша медицина, лечить подобное подобным, восстанавливать из него золото до металлического состояния мы будем не при помощи гидрозингидрата, а при помощи железного купороса. Раствор, как обычно, нагрет до температуры 80 градусов. Сейчас погасим мочевиной избыток азотной кислоты. Избыток азотной кислоты присутствует.
Избыток азотной кислоты погасили. И присыпаем восстановитель. Напомню, им у нас является железный купорос. Цвет раствора изменился. Реакция восстановления началась. Покрутим минут 10 под кипением и ждем коагуляции осадка. Восстановление закончено, осадок скоагулировался. К сожалению, из-за цвета раствора на камеру этого не показать. Но сейчас продемонстрирую слив верхушку. Вот такое количество осадка получилось. И этот осадок отправляется на дополнительную чистку. Также отстоялись все предварительно поставленные на отстаивание растворы, а именно раствор после обработки цинкового порошка. Его вот такое количество. И осадок после обработки лигатуры. Его вот такое количество. Чтобы сильно не затягивать видео, за кадром я перерастворю и пересажу золото из этих осадков и будем переходить к подведению предварительных итогов. Вот, собственно, они. И первым отправится на взвешивание металл, добытый с растворителя припоя. Результат 0,09 грамма. Вторым отправляется на взвешивание металл, добытый с лигатуры, отделенный из пепла на сите. Результат 0,15 грамма. Третьим отправляется на взвешивание металл, добытый смывкой непосредственно с модулей. Результат 1,25 грамма. И последним отправляется на взвешивание металл, добытый непосредственно из пепла, а точнее из находящихся в нем золотых волосков. Результат 2,86 грамма. Теперь объединим все три веса, чтобы получить суммарный по переработке. И суммарный вес 4,35 грамма. Теперь по самой переработке. Вес золота, добытого с растворителя припоя, составляет 0,09 грамма. И путем нехитрых математических подсчетов можно понять, что это менее 0,01 грамма на килограмм исходного веса материала. Таким образом, делаю вывод, что морочиться с извлечением золота из растворителя припоя нет никакого смысла. И растворитель припоя можно использовать только для отделения микросхем от плат модулей. Количество времени и денег, затраченных на реактивы при обработке лигатуры, несоизмеримо с полученным результатом. А именно 0,15 грамма. Это чуть больше, чем 0,01 грамма на килограмм исходного веса материала. К тому же что-то мне подсказывает, что все эти 0,15 грамма являются золотыми волосками, попавшими в лигатуру при не очень качественном сетовании. И если уделить ему больше времени, то все эти волоски должны в итоге оказаться в пепле.
И тогда надобность в обработке лигатуры точно не будет вызывать сомнения. Таким образом, можно сделать вывод, что две операции из процесса обработки подобного материала можно исключить, а именно растворение лигатуры и осадка после растворителя припоя. В сухом остатке остаются только две операции – смывка плат модулей и извлечение драгоценного металла из пепла. С выводами закончили, и теперь можем переходить к тому, что вы больше всего ждете – к плавке. Сегодня плавку будем производить при помощи немного другого девайса, а именно при помощи МАП-газа и специализированной горелки, температура пламени в которой может доходить до 2000 градусов. И эта температура при некоторой доле удачи может сплавить даже палладий. Приступим к плавке. Осадок скомковали. И теперь можно увеличить подачу газа и увеличить температуру.
И вот наш результат. Слиток получился не такой красивый, как у моего коллеги Франсуа. 4 девятки, думаю, здесь нет, но 3 наберется. Бросим его на весы. Я почистил королек в лимонной кислоте. Теперь взвесим его еще раз. Результат 4,33. 2 сотки угорело, но, скорее всего, размазалось по стенкам тигля. Я специально в этот раз не спрессовывал золотой порошок при помощи таблеткоделателя, для того, чтобы можно было оценить, с какой скоростью моб-газ сплавляет неспрессованный порошок. Делает он это быстро. В последующих видео я обязательно покажу другие способы переработки подобного золотосодержащего материала, но это будет точно не сегодня. А на этом у меня все. Всем пока!